На канале «Практический арбитраж». Сегодня мы пораньше специально с Никитой встали, чтобы разобрать вам в этом ролике то, что случилось в Черную пятницу, как выкосилось все наши кабинеты, сделать анализ данных компаний, показать результаты, которые получились, и сделать запуск на Узбекистан, а также поговорить о том, как сейчас через нейронку можно генерить креативы. Так, Никит, привет. Пятницу у нас, собственно, выкосило, наверное, все почти тотал кабинета, да, большинство. Также выкосило Социум, ЗРД, Фанки выкосил. Ну, короче, все это случилось в конец завершения Черной пятницы, где-то в 23:45, и, по сути, мы остались без расходки. Все выходные собирали, готовили новые сетапы, да, в целом, в общем, переподготавливались. Об этом мы тоже сейчас чуть далее поговорим. Что у нас получилось тут по цифрам? Там правее, если проскроллить, ценность конверсии нам в целом видна. В тотале получилось тут 6600 спенда, но это если на весь кабинет, на эти компании чуть меньше. Давай, ну сколько в этом пробежимся так вскользь. Две там образно округлить 300 плюс полторы, это получается 3800, плюс 1400, это получается 5200, да, и еще 1100, это получается 6300. 6300 в тотале, давай проверим ценность конверсии, проскроллим, 6300 в тотале получился спенд, и что у нас на выходе по ценности конверсии. Здесь еще причем ставку намапнули, друзья, еще на $5, мы потом это там в партнерке также зарелизим, да, сколько я сказал, 6300, короче, в тотале получился спенд, и 4, Да, я да. сейчас тут проводить с тобой, он показывал. Мгм. Ну да, 6559 получается, да, и 11, друзья, вот, пожалуйста, это 2 недели, тут я поставил разрез, тут даже чуть меньше, около 10 дней компании лились, я просто за последние 14 дней сразу Никите скинул, ну, чтобы ссылочкой, да, прогрузилось все корректно, но в целом, в общем, вы видите сами, профит на ваших глазах, это то, что реально было сделать в те периоды на Турции, да, в период, когда косит, штормит кабинеты, раз, второй момент, когда Rect to Dep довольно сильно скачет, ну и на выходе сколько у нас там тотал депозитов получилось, результатов, если маленечко левее проскролить в тотале. 157 ФТД. Ну, в целом, в общем, в одни руки, я считаю, это окей, при том, что у нас там кабинеты еще стояли какое-то энное количество времени, около, наверное, 7 дней почти в стопе были. Потом эти компании сначала как раз вот недельной давности, да, 7-дневный назад я эти кабинеты включил для предыдущего ролика, ну и получилось их так пролить. Я сейчас, Никит, покажу второй кабинет ребятам, да, быстренько прям, потому что не получилось там его пошарить. Друзья, вот этот второй кабинет, Мгм. который вы, собственно, также помните, который велся, здесь чуть-чуть там, да, подороже цена за результат вышла, но в целом, в общем, тоже как бы симпатично он закрылся. Если там посчитать по той же самой ставке, ну да, $20 с депозита на 15 умножьте, посчитаете, какие цифры. Это в плюс к тому, к той же ревенью, да, который мы на предыдущем кабинете смотрели. Как мы, Никита, масштабировали, да, вот на данном кабе, то есть здесь у нас был. Давай в компании выйдем, да. То есть здесь мы, собственно, ну, ребята видели на видео. Кто не видел, друзья, посмотрите предыдущий ролик. Мы ссылку где-нибудь в описании оставим, либо тут где-нибудь оно появится, да, можете перейти. Мы на данный кап, да, у нас там два ролика, по сути, было, как кабинеты эти запускались, как они масштабировались и анализировались. Мы не будем на этом особо внимание заострять, да, но, то есть мы выносили дубли в отдельную компанию, там по названию от компании как раз таки видно, выносили также по CBO, по EBO их и меняли атрибуцию с однодневной на 7-дневную, потому что компании изначально были с одним днем атрибуции запущены, выносили самые успешные, да, зацепные ацеты, скажем так, и на выходе в моменте, да, в разрезе там дней, когда они довольно дешево стартовали, я, в принципе, это и показывал на видео, CBO-шные компании выкручивались там до 2-2,5 тысяч $, ну и довольно неплохо себя показывали. Потом, опять же, когда мы видели просадку по метрике, мы старались все это дело подстопать, да, дабы не минусить, это очень важно. В целом, в общем, инсталл получился довольно, да, в наших метриках, если мы говорим про те же самые 2, 10, 20, да, всем уже известно, это 2% клика, 10% инсталл, 20% регистрации, даже по нижней строчке в тотале вы это видите, что метрики наши укладывались, да, причем здесь Gates of Olympus, стримы, это никакие не краши, на выходе получились прекрасные результаты. Ну и также CTR, я обращу ваше внимание, в целом, в общем, средний, да, CTR, он больше 1,80 держался, при том, что мы самый такой порог держим, ну, Red Flag, да, не меньше 0,80, да и в целом я считаю, что уже CTR можно данную метрику повышать до 1+, да, и мне кажется, даже можно и выше, потому что в целом, в общем, получается держать CTR довольно высокий, да, и на выходе это показывает лучшие клики, то есть чем выше, по сути, CTR, естественно, логично, у вас дешевле клики, ну и появление всех последующих метрик. То есть в тотале получилось 7800 кликов и 1374 инсталла, да, и на них 655 регистраций, что в целом, в общем, как бы окей по конверту, 1 к 2, да, если из инсталла в регу смотреть, то это как бы, опять же, удовлетворяет всем нашим метрикам, еще раз повторюсь, при том, что это не краши, а слоты. Ну и второй момент, если Rect to Dep смотреть, то там получилось сколько, 160 что-то депозитов, на 655 регистраций, в целом тоже 1 к 6, что удовлетворяет метрикам по Турции, плюс я еще уверен, что будет доходимость, будут долеты, вчера даже какие два депозита я видел, долетал, ну, в общем, то есть компании, считаю, получились успешные, если бы, опять же, вот не черный пятница, с которой мы не стопали компании. А покажи, как оно крутилось, кстати, 20 какого там ноября, пятница была, 20... 6, 28-е, 28, да, по-моему. 28, ну да, 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 вон календарик у тебя есть.
Да. То есть 28 ноября она тоже в целом шла похуже, что и хотелось вам продемонстрировать, показать, но, к сожалению, кабинет вечером выкосило и не удалось это сделать. То есть здесь вы видите, метрики уже дорожали, как бы CTR в целом был такой же в норме, но в депозит шло гораздо хуже. Плюс, друзья, напомню, что в пятницу это всегда есть пятничные утренние молитвы, да, когда идут просадки, но даже с такими метриками на тотале компания шла там около нулей, да, получалось. То есть еще у нас там по ревеню получается 400, 500, 600, 700, где-то $700, да, и в тотале даже, наверное, какой-то небольшой там плюсец типа был, копеечный, да. Да, и плюсом ко всему в пятницу еще была и черная пятница, да, Да, дополнительно занят аукцион, что, и что, это все что в действительности и намешалось. есть, да, то есть мы еще раз хотим дать рекомендацию для всех, да, потому что уже как бы много раз ее проходили, что в тотале, другой кабинет сейчас тоже показал, тут тоже всего один депозит был на 8 регистраций, то есть в тотале в черную пятницу я бы лучше советовал всем рекомендовал, да, отдыхать, ничего не делать, не запускаться, наверное, делать, скажем, такой некий перерыв, чилить, отдыхать, кайфовать, по покупочкам сходить, по магазинам, но уж точно не лить трафик, потому что из года в год всегда результаты систематично идут просадочные. В общем, это просто рекомендации на будущий год, друзья, для себя зафиксируйте. Расскажите в комментариях, да, как это у вас было, как у вас был конверт именно в пятницу. Будет интересно также послушать. И да, мы еще разыграем обязательно из предыдущего ролика, да, в Телеграме нашем $100 для тех, кто, собственно, оставлял комментарии, вы были максимально активны. И в этом же ролике мы с Никитой также, да, поставим розыгрыш 100 из ДТ за самый лучший интересный комментарий со смысловой нагрузкой, опять же, более такой практический, по делу, про заливы и так далее. Может быть, кто-то расскажет свою историю, как у него лился трафик в пятницу. Ну, в общем, поехали дальше, Никита. Теперь касаемо твоих каких-то, может быть, тоже наблюдений, что-то от себя дополнишь и двинемся тогда далее. Да, немножко бы добавил про Черную пятницу интересного такого. То есть Черная пятница занят больше аукцион, больше рекламодателей выходит на рынок, но это не значит от слова совсем, что не получится у вас там в эти дни зацепиться, просто это будет сделать намного сложнее. Да, то есть даже в пример, эта же компания, которая оптимизировалась уже, да, от и получила необходимое количество конверсий, даже она в Черную пятницу начала выдавать метрики сильно дороже. Опять-таки, это просто рекомендация. Лучше перестраховаться и в такие дни, не знаю, не лезть на рожон, скажем так. Да. Не уходить в лишний минус, не рисковать. Факт. Согласен. Давайте теперь поделимся нововведением, да, который в целом, в общем-то, тут максимально его проработал. Уже многие об этом пишут, да, на нейронке по генерации креативов. И как раз-таки сделаем запуск на Узбекистан, который компанию в дальнейшем также поведем, да, попрокачиваем ее, поделимся в дальнейших роликах, там, аналитика и так далее. Возможно, там еще Лоремчик нам потом подключится к какому-нибудь следующему из выпусков. Свои там запуски покажет. Он рассказывал мне вчера как раз немножечко инсайдом. Скажу, что там Узбекистан неплохо лил iOS-ку. Как раз дадим ему прилки от нашей страны. Там Crashapps, может быть, возможно, на тест. Ну или там через PWA Partners, который, в принципе, у нас векторно используется в работе. Также да, затестим и покажем. Да, друзья, кстати, все компании лились через PWA Partners. Ссылка в описании на сервис. Кто еще не юзает, максимально сплитуйте с другими сервисами. Здесь на самом деле очень крутейший EPC на выходе. Лучший конверт из клика в инсталл и самое что основное из уника в депозит. Вот это вот самое важное. Я бы рекомендовал сплитовать правильно, да, через трекер с другими сервисами, смотреть, какой из сервисов покажет себя лучше. Вот здесь просто наша личная рекомендация, потому что мы векторный трафик сейчас увели на PWA Partners. Окей, давай двинемся дальше, расскажи про нейронку. И покажи, в принципе, как она работает. Да, так, обновить только. На самом деле сейчас с появлением нейронок можно, во-первых, очень классно резать косты, скажем так, не тратя лишние средства на дизайнеров, где это делать не нужно. Ну и плюсом ко всему люди, которые преуспели в этом сейчас, могут очень классно, скажем так, как создавать креативы, так и в целом выстраивать воронку. Да, если правильно там использовать промпты, если правильно использовать сервисы, это все упрощает работу, ускоряет процесс и, самое главное, улучшает результаты. Факт. Да, опять-таки это делать важно корректно, правильно. Начнем с чего? Я знаю, большая проблема есть у людей с добавлением обложки на сам Facebook, потому что какие-то непонятные размеры. Касаемо размеров, точных размеров, опять-таки, самое простое, самое быстрое, что вы можете сделать, просто провалиться напрямую в тот же самый GPT и запросить у него, да, необходимые размеры для обложки. Я предлагаю, чтобы мы сразу начали с генерации. Угу. Мы будем использовать GPT, будем использовать Nano Banana.
Вот этот аишный сервис. Мгм. Расписываем в целом, можем писать напрямую, что нам необходимо сделать, что мы хотим получить. Сгенерируя обложку фанпейджа для ФБ под слот Gates of Olympus. Давайте укажем гео, укажем, давайте, целевую аудиторию в целом, Мгм. чтобы было понимание. Быть может, какие-то триггеры дополнительные добавятся. В идеале, очень это упростит процесс и выдаст наиболее корректный результат, если мы, ну, хотя бы обрисуем, что мы хотим получить. Суть такая, если вы, собственно, не понимаете, друзья, многие говорят, типа, вот GPT-шка закрывает любой вопрос. Да ничего подобного, если вы просто не понимаете, что вы делаете, вы не специалист, собственно, в вашей сфере, какой бы промпт вы ни написали, там могут быть ошибки, могут быть некорректные результаты. Если у вас есть понимание запроса, то есть вы умеете действительно генерировать, да, правильные, точные, векторные промпты, тогда на выходе, собственно, и будет у вас целевой результат. Если вы, собственно, опять же, повторюсь, сами не специалист в той или иной сфере, вам GPT не закроет вопрос. Это просто текстовый, по сути, интерпретатор тех или иных запросов, который вам быстро, углубленно выдает выдачу, да, с интернета тех или иных запросов. То есть это, по сути, как многие думают, не какой-то там мозг, который за вас решает задачу, он просто вам находит довольно быстро по вашим запросам в интернете информацию, ну и по графике также генерирует ее. Да, это, кстати, важное замечание. Тут я сейчас параллельно накидал такой быстрый промпт, Угу, чтобы угу. мы сейчас на этом большое внимание не зацикливали. Просто сгенерирую обложку фанпейдж для ФБ под слот Gates of Olympus, Гео Узбекистан, мужчина 2354. Давай укажем главного маскота данного слота, элементы, бонусы и добавим триггерный текст по типу «Новый год уже близко, играй и выигрывай». Да, да. Здесь Да, тоже... лучше, чтобы он промпт расписал, и мы как раз-таки сравним. Потому что здесь он в квадратном, скорее всего, формате Угу. сгенерирует. И сейчас прыгаем быстро в другой. Касаемо бананы, в чем отличие от GPT и других сервисов по генерации статики? Она генерит больше в стиле реализма. Да, то есть такие более реалистичные статические креативы, скажем так. Если GPT это больше про мультяшную историю, то здесь опять-таки все более с ноткой реализма, скажем так. Для Угу. генерации обложки, а мы сможем даже сейчас это все посмотреть, как это в целом Давай, давай, выглядит. давай. Закинули промпт, генерация по тексту, да, формат выбираем 21:9, так будет корректнее. И в целом отправляем на генерацию. Генерирует он достаточно быстро, да, то есть не удивлюсь, если GPT еще не сгенерировал здесь, где он. О, нет, Нет, уже. сгенерировал. Мгм. В чем сложность GPT, опять-таки, минус? Что по размерам вы здесь особо не поиграетесь. Да? Он, как правило, либо квадратное изображение генерирует, Либо квадратную такой статику, либо вертикальную. под Да, в то сторис. же время, Угу. да, вот в то же время, что сделал Банана, да, сервис. Идеально. Здесь, друзья, давайте мы немножко из нашего, да, менторства дадим такую некую рекомендацию, то, что вот мы с ребятами углубленно разбираем, Никита в том числе тоже ведет, у нас много практических звонков, там достаточно, скажем, большую тоже часть. Что здесь в шапке профиля я бы рекомендовал тоже использовать, да, различные кликбейты, естественно, промокоды обязательно, друзья, запрашивайте, про которые мы постоянно везде говорим, там и на докладах в том числе рассказываем, и на ютубе рассказываем, и на менторстве, друзья, когда при личной работе об этом делимся. Промики являются верхним приоритетом привязывания реферал инструментом. Раз, всегда ставьте какие-то кликбейты. Два, третье, ставьте сюда бонусы обязательно, потому что юзеры это любят, и все хайроллеры, естественно, любят, на которых вы ориентируете свой трафик. Да, вам важно дать рекламу также окупаемой, чтобы бомбануть ставку и расширить капу. Ну и также важно, собственно, здесь возможно, да, разместить еще QR-код на приложение на PVH, так как многие могут также засканировать, заскринить вашу фанку и потом к ней вернуться, и, собственно, чтобы продолжить следование по воронке, а именно перейти на следующее касание на ваше PV-приложение, это тоже будет как неким переходом. Важно только обязательно трекайте в свободных сабах всегда все переходы, и это даст вам на дистанции результат. Окей, давай, Кит, продолжай. Да, продолжим. Касаемо генерации в целом статики, да, какой самый корректный процесс действий, последовательность действий. Понятно, мы можем здесь сейчас с нуля попридумывать промпт, помучиться, но намного проще это сделать следующее действие. Для начала в целом отобрать конвертирующую рабочую статику, да, можете взять из предыдущих своих проливов, можете провалиться, не знаю, в спай-сервисы, да, отбирать оттуда корректные креативы, их потестировать. Как И, собственно референс говоря, после этого взять какой-то, да? Как референс подобрать. да, чтобы создать новые креативы на основе рабочего референса. После чего просим, да, сам сервис и расписать этот промпт, который необходим для генерации статики, да, распиши подробный промпт, который нужно сгенерировать, чтобы ты смог создать подобную статику.
И давайте сейчас закинем сюда какую-нибудь статику. Не знаю, пусть будет вот это. Мгм. Кстати, Зевс эта создал. статика, насколько я вижу, она как раз-таки сгенерирована в том же самом GPT. Мгм. Да, это уже в целом ну, визуально видно, да, вот эта мультяшная история. Мгм. Опять-таки, банана более такая, Мгм. не знаю, 3D-шная, Ну, 5D-шная. реалистично, как будто Вот, бы реально делал дизайнер, если взять вот про банану, да, про генерацию на выходе картинок от нее, графики, которые она выдает, как будто бы она реально сделана ну, там уже руками дизайнером, да. В действительности ты правильно как бы подмечаешь, что в GPT-шке такая более она мультяшная делается, более такая нейроночная, что ли, ну, не столь реалистичная. Окей. Мгм. да, да, все, нам выдан готовый промпт, мы его можем подредактировать, можем на скорую руку дать сейчас сюда его отправим, и да, давайте в том же самом банане закинем, чтобы он пока что генерировал. И мы сегодня, я думаю, быстренько еще анимируем, да, какой-нибудь из статик. Давай покажем это, потому что это в действительности очень важно, друзья. Я хочу, Важный момент. подметить прямо вот сейчас, что Никита в целом вот эту сейчас фичу внедряет для клиентов нашего менторства, да, ребята, которые приходят, собственно, вы также, друзья, можете залететь, у нас сегодня новый месяц начался, мы потом подзапалим, наверное, отзывы, которые мы тут собираем, мы никак не можем все это дело упаковать в корректную такую презентацию, потому что многие приходят, а есть ли какие-то отзывы, а есть ли какие-то кейсы, да, друзья, да полно кейсов. Самое, что важное, мы сейчас вот с этого месяца начнем еще и трудоустраивать и к нам, да, и в один крупный холдинг, друзья. У нас есть крутейшая интеграция, крутейшие оговоренные, скажем так, сделки, поэтому те новички, да, либо вы действующие вебы, либо вы действующие тимлиды, либо овнеры продуктов, либо с других вертикалей, приходите на наше менторство, друзья, ссылки все есть в описании. Давай, Никит, продолжаем. Да, касаемо промпта, опять-таки, важное замечание. Здесь сейчас ничего не корректирую, что не есть хорошо, но, опять-таки, это сделано просто в силу того, что время поджимает, да, время не резиновое. А так проваливаемся в тот же самый промпт и редактируем. Меняем цвета, меняем местоположение элементов, меняем сам текст, бонусы, триггеры различные, да, опять-таки, чтобы у вас была именно свежая статика. Вот у нас два варианта, да, один, который сгенерировал справа банана, другой, который сгенерировал GPT. По идее, без разницы, какой из них мы с вами давайте проанимируем. Так это вообще делается. Опять-таки, можно отправить дизайнеру, ждать, пока он освободится, чтобы он санимировал это все. Либо можно Можно, уволить часть дизайнеров и пользоваться GPT-шкой. да, да, но опять-таки это лучше использовать как дополнение, не полную замену Само собой, дизайнеров конечно. тех же самых, а именно дополнение. Ну, в плане Вот статики, так. оформления фанок, оформления приложений, я считаю, это прям крутейшие на текущий день решения, на самом деле. Да, да, да. Одно из лучших, одно из быстрейших. Расскажи промпт, чтобы И смог анимировать следующие элементы. Да, что здесь делаем? Что здесь? Какую анимацию добавим? Здесь должен парировать, не знаю, как правильно написать. Давайте попробуем элементы, не знаю, насколько это получится, элементы в слоте должны сдвигаться вниз. И мелькать, можно сказать. Наряд. Вниз снаряд, двигаться снаряд. И мелькать. Я просто не знаю, сервис для анимации, он там додумает это корректно или нет. Посмотрим, какая разница. Ровно тест. В принципе, в общем, здесь все эти промпты можно перебирать, пробовать, и все на тест. Да, да, да. Так, сейчас он сгенерирует. Пока генерирует, что мы делаем? Мы открываем сервис данный, да, как он называется, app.vy, скажем так. Прыгаем в него, добавить новый проект. Причем также это одна из команд, да, которые находятся на менторстве, подсказали такие интересные моменты. Да, друзья, Поэтому мы здесь, да, коммуницируем, обмениваемся инфой и, собственно, как бы все друг друга на самом деле учим, прокачиваем, да, и делимся знанием. Причем, еще раз повторюсь, мы никак по таймингам, да, не ограничиваемся. Друзья с нами все коммуницируют, да, мы какие-то общие даже, бывает, коллабы замучиваем, ну и так далее, и так далее. Поэтому приходите к нам, если вы, опять же, повторюсь, новичок, опытный вебмастер, владелец продукта, овнер, разницы нету, да, мы всегда любые таски, любые запросы закрываем, друзья.
Да. Вот прыгаем в данный сервис, да, нажимаем там «Добавить новый проект», добавляем саму статику, которую хотим анимировать, после чего в поиске находим приложение, сейчас как оно называется, Клинк видео, и просто его сюда перетаскиваем. Сейчас, тут не пугаемся, ничего сложного нету, на самом деле здесь 2-3 действия буквально. То есть нужно соединить как Мгм. раз-таки это Клинк видео со статикой и просто добавить сам промпт, да. Здесь прям Ага, пошаговый так. мануал. Я думаю, все будут пересматривать. Друзья, лайки ставим, да, комментарии, подписочку на канал. И еще раз повторю, за самый интересный комментарий в следующем видео разыграем 100 USDT. За предыдущий ролик, да, мы также разыграем в нашем телеграм-канале, поэтому вы еще можете успеть сегодня написать комментарий после выхода видео. А завтра или сегодня мы разыграем эти $100. Так, да. Единственное, сейчас немножко Мгм. GPT усложнил задачу, не одним текстом это прислал. Ну, опять-таки, это вопрос запроса. Какой запрос отправили, такой ответ и получили. Все, промпт собрали, Мгм. отправляем в наш сервис и нажимаем анимацию. Все, пока анимируется, сейчас я бы быстро сгенерировал бы что-то еще на самом деле, пока мы все равно ждем. Да, Не, слушай, по подобной статике пока сгенерируем. это какая-то она казахская была или нет? Или мне показалось, как будто на казахстанском языке что-то. Блин, по-моему, да, но мы сейчас текст просто Мгм. скорректируем Окей. в узбекский. Пока у Никиты, друзья, генерируется, хотел еще напомнить, мы сейчас стали использовать, да, прокси-сервис, мобил прокси, давайте я ссылочку запалю, да, здесь есть все прокси, на самом деле, максимально быстро рабочие, все длительное время перебирали прокси, мы командой полностью перешли на данный сервис, mobileproxy.space, ссылка в описании, друзья, по промокоду ReGenerals вы получите самые жирные условия, самые жирные скидочки, ну, короче, просто затестируйте, это наши теперь постоянные партнеры, мы ряд проксей сейчас забрали, пока нареканий никаких нету ни чеков, максимально лучшие прокси на рынке, наверное, которые есть. Длительное время перебирали для вас специально вот ту рекомендацию, вы видели, что у нас есть какие-то другие сервисы были еще, вот это теперь вектор на то, с чем мы будем работать. Вот если вы будете брать в нашем шопе аккаунты, соци, формы, да, и так далее, мы потом еще об этом подробнее также поговорим, и с данными проксями у вас не будет никаких проблем. Поэтому, друзья, всем рекомендую, тестируйте, промокод LeGenerals даст вам жирную скидку. Поехали, Никит, дальше. Да, пока ждем. О, уже санимировалось. Сейчас в целом просто посмотрим на результат. Угу. Опять-таки делаем это оперативно, быстро. Слушай, прикольно получилось. Если еще какую-нибудь музычку наложить, тебе полноценный криоз, да, будет на самом деле на выходе. Да, на самом деле прикольно. Вот сейчас даже я немного удивился, что он в целом приблизительно корректно даже сдвигает эти элементы в слоте Да. и Я сам тоже смотрел. дорисовывает. Да, не хватает только музыки, опять-таки нескольких триггерных фраз. Происходит анимация флага. Угу. То есть, опять-таки, за сколько это было сделано? Ну, там, минут за 5, Ну наверное, да. да? Причем, если Сгенерировали вот промпт, все, сгенерировали если бы статику. не рассказывали, то да, в действительности это очень быстрая генерация, этим можно воспользоваться. Ну и дальше просто скачиваем, да, эту статику. Ну и далее, друзья, вы можете реально Так, доработать, какую-то музычку поставить и так далее, и так далее. Будет вообще разнос башки на самом деле. И главное потом посмотреть, какой будет CTR на выходе. Здесь на самом деле скажу так, что там Никита уже тестировал ряд подобных креативов, да, они неплохо в целом общем заходили, и на самом деле с этим стоит работать. Более того, у нас там есть одни из клиентов, да, которые ребята вообще с маркетплейса пришли, довольно крутейшие результаты начали показывать. Там, если опять же не банк кабинетов, нашли там со спая Крео подобного формата, да, дальше сейчас начинают что-то сами генерировать, ну, короче, у них там прекрасные результаты получаются, мы потом тоже их подзапалим немножко. Окей. да, ну и сейчас быстро, параллельно пока что отправим в создание другой промпт. Давайте в квадратном формате Угу. сделаем его и там, и, я думаю, пойдем дальше. Да, пока ждем, пока ожидаем. Да. Провалимся куда? В PWA-сервис? Да, давай Сейчас быстро, когда соберем покажем PWA-шку. приложение, которое будет. Да, сейчас давайте Можно его. взять действующие, на самом деле, чтобы их там тоже там не плодить, да. Давай просто покажем приложение, которое ты будешь использовать, которое ты будешь запускать, да, и, собственно, на нем поработаем как раз-таки. Давайте. Провалимся в это приложение. Сейчас при необходимости
его сейчас скорректирую. На что обращать внимание? На самом деле, на количество скачиваний. Не рекомендуется делать их слишком маленькое, не рекомендуется выставлять там, да, количество, скачиваний, не комментариев, скачиваний по типу там 6 миллионов, да, это просто абсурдно. В идеале обращать, это уже тонкости, но они, поверьте, тоже влияют. Обращать внимание на количество отзывов, к количеству скачиваний, да, плюс-минус отталкивайтесь от того, что это должно быть 1%, да, там, 1-2%. Обращаем дальше внимание на описание. Не рекомендуется использовать смайлики, особенно те, кто генерят описание, опять-таки, через GPT. Я думаю, обратили внимание, что он там очень много смайликов накидывает, и зачем-то это все копируют сюда и вставляют. Во-первых, это выглядит, очень по-детски. Если не хочется, чтобы текст был просто наполнен, то, добавляйте пробелы. Это тоже упрощает визуально текст. Да, друзья, мы об этом, да, везде всегда говорим, на самом деле, чтобы ваше приложение, да, выглядело максимально трастом. Опять же, если у вас нет понимания, как реальное приложение выглядит, откройте, поставьте себе Play Market, там, да, узбекский аккаунт, Proxy возьмите, зайдите в Market, посмотрите, как там оформляются приложения. Либо же, если у вас Apple Store, можете даже там посмотреть, и вы увидите, что никаких эмодзи в описании не используются. Крутейшая статика. Пока говорили, вот такая прикольная статика сгенерировалась, Мощная. Мне она нравится. Мне тоже прикольно вообще, стильная. Да и GPT, на самом деле, здесь тоже не отстал. Не отстал, да. Что еще важно понимать, что и описание, и комментарии пользователи правда читают, они правда на этом задерживаются. Поэтому если у вас есть сильная просадка в установку, и вы прекрасно понимаете, что, догадываетесь хотя бы, давайте так, что причина связана с вашей ПВАшкой, что-то с ней не так, попробуйте, не знаю, объективно оценить, насколько корректно она сделана, сколько усилий было в нее потрачено. Попробуйте, друзья, на PWA Partners перейти, здесь затестировать, на самом деле, залив и сравните просто CR Unique Install. Посмотрите, где он будет лучше. А еще раз повторил, как вот мы рассказываем постоянно, да, там на менторстве, правильно засплит тестируйте, просто сравните его, друзья. Ссылка на PWA Partners в описании, просто тестаните корректно и сами увидите разницу. Окей. Да, что еще интересный такой момент сейчас. Быстро скажу, не бойтесь добавлять негативные комментарии, не бойтесь выставлять рейтинг пониже, по типу 4,8, 4,7, не бойтесь добавлять визуальное отображение, там тройка единичек, потому что сейчас это уже работает, наоборот, в лучшую, в корректную сторону. Это, наоборот, вызывает больше доверия, чем, нежели, не знаю, приложение, у которого одни пятерки, рейтинг 5. Сейчас уже это выглядит странно, да, сомнительно. Как бы это не звучало парадоксально, но на самом деле так и есть. Так оно и есть, согласен. Касаемо комментариев, на что обращаем внимание? Важно добавлять не только положительные комментарии, да, там на 5 звезд, на 4 звезды, а опять-таки и негативные комментарии. 3 звезды, 2 звезды. Почему? Потому что, опять-таки, такие комментарии внушают больше доверия. Если вы боитесь сами свою ПВАшку гасить, скажем так, можете добавить комментарии, я их называю такие туповатые. В каком плане? По типу, у меня там подвисает игра, да, нету моего способа пополнения, а мне там выводили средства час вместо там 10 минут. Что это такое, почему так? И ответы от разработчика, которые прям очень классно сглаживают углы, закрывают этот вопрос, этот комментарий. В общем, это выглядит, наоборот, еще лучше. Да, на что здесь можно обратить внимание, сейчас быстренько, что не проставлены везде лайки, да, практически везде на нуле лайки, но это я уже подкорректирую. Оптимальное количество комментариев, опять-таки, смотрите, их пользователи читают 10-12 штук, да, а то и, слишком много, там, штук 50, нету смысла делать, да, это просто лишняя трата времени. А вот около, опять-таки, 10-15 комментариев, 20, этого более чем достаточно. Окей. Такс, что я предлагаю? Сейчас я пришлю снова ссылку на Zoom, пока что отправлю под анимацию еще одну статику. И перейдем уже к созданию. По UGC Creo мы наконец-то все это дело запрувили. Сегодня будет анонс там в сторис, в телеграм-канале, в описании в Инстаграме и так далее, и так далее. Вы можете начинать заказы, мы уже выполняем ряд работ. В общем, UGC Studio у нас полностью начинает функционировать. Сегодня хочу презентовать наконец нашу UGC Studio. Мы собрали пул актеров различных носителей локальных языков. Индусы, турки, канадцы, великобританцы, итальянцы. Кто вам нужен? Узбеки, киргизы, пакистанцы. Разницы нету. Мы готовим для вас максимально быстро важные, качественные, рабочие конвертные Creo.
Обращайтесь к нам, а как они выглядят, как наши актеры снимают довольно быстро и очень трендово и триггерно, вы увидите прямо здесь и сейчас. Так, продолжаем. Да, да. Сейчас я быстро сохраню статику. Я бы предложил на эту статику как раз-таки и залиться, показать в том числе на примере, какой будет CTR, да, через это. Давай, давай. Причем все это как бы сделано все равно так на скорую руку, но в любом случае, как бы да, мы не боимся тестов, экспериментов, посмотрим, как оно себя на выходе покажет, друзья. Мы обязательно поделимся результатами. И Узбекистан в целом, как гео, мы для вас разберем, да, более акцентированно его прокачаем. Сейчас как раз Черная пятница, друзья, закончилась, и вот с декабря по апрель, да, до начала Рамадана, сейчас можно, на самом деле, также залетать и на Турцию. Я уверен, что сейчас там мы по платегам, у них комиссия прошла, сейчас стабилизирует, уже стабилизировалась в целом, там, да, история с пополнением, с суммой несения депозитов, то есть сейчас именно депы также доступны, но как бы мы и так проливали, на самом деле, на ряде продуктов в Турцию, мы вам это показывали в телеграм-канале в том числе. Напомню, что, друзья, в этом видео мы также разыграем, да, 100 SDT и поделимся результатами, да, то есть в конце, я думаю, наши коллеги, да, кто у нас ведет монтаж роликов, собственно, в конце покажет розыгрыш из предыдущего видео, кто выиграл 100 долларов. И, собственно, в следующем мы также разыграем за самый лучший комментарий под этим видео. Вы можете задавать вопросы Никите, задавать вопросы мне. Любого формата, может быть, кто-то поделится своими какими-то промптами, может, кто-то поделится своими какими-то рекомендациями по гео Узбекистан, да и в целом, как прошла Черная пятница и как закрылся у вас ноябрь месяц. Любая интересная история, любой интересный комментарий, опять же, повторюсь, будет участвовать в розыгрыше. Поэтому, друзья, пишите, не стесняйтесь, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Супер, супер. Я тут на фоне практически все. Практически все. Так, сейчас я... что важно сказать еще? Смотрите, перед каждым запуском, абсолютно перед каждым запуском рекомендуем уникализировать креативы. Да, это в первую очередь делается, ну, для вас же, если у вас особенно много реджектов, если они вас беспокоят, ну, не забывайте, да, чистить метаданные своих креативов, ну, либо пользуйтесь специализированными ботами, да, которые будут просто упрощать вам процесс работы. Да, друзья, все боты у нас также есть, мы ссылки также все оставляем в описании, ссылки есть также в нашем телеграм-канале, поэтому у нас все сервисы в целом общем реализованы. Кстати, да, антиклуб-бот как раз-таки у нас тоже некоторое время лежал, мы его переписывали, переподключали прокси, и как раз-таки на основе mobileproxy.space мы реализовали сейчас пробив клаки, который вновь корректно работает, и сейчас наши технический отдел, да, пересматривает немножечко алгоритм, потому что некоторые ПВА-сервисы молодцы смекнули, увидели наши ролики, стали делать защиту от нашего пробива клаки, да, но, как говорится, не тут-то было, мы на шаг идем впереди, уже переписали алгоритмы, в целом, в общем, вы вновь можете пробивать клаку. То есть со вчерашнего дня бот полностью корректно работает. Окей, давай, Никит, продолжаем. Да, я предлагаю сделать что? Я предлагаю запустить сколько? Одну-две компании. Просто смотрите на уровне теста креативов, когда вы делаете первые запуски. Смотрите, в целом здесь влияет много переменных. Ну, так есть на самом деле. И от каждой переменной, начиная от креатива, заканчивая там самим продуктом, у вас будет видоизменяться, скажем так, какие-либо из метрик. Поэтому на уровне теста креатива вам важно, затестировать, не затестировать, а сравнить, да, засплитить как можно больше переменных. Что это? Это там аудитория, да, Facebook, это там кабинет, это сами креативы. Для чего? Чтобы вы поняли, в чем может быть причина тех или иных результатов. Опять-таки, если у вас нет сравнения, то вы будете очень долго гадать, да. Дело в креативе, верно. дело в кабинете, дело в аудитории, дело в продукте. Поэтому обязательно всегда тестируйте, сплитите. Вот, не бойтесь тестов. На самом деле тесты вам обойдутся дешевле, да, нежели вы будете делать одни и те же действия, так сказать, стучаться в закрытую дверь. Да, как кубик Рубик, крутите, вертите, потому что не столь много, опять же, переменных, как правильно Никита говорит, да, и в действительности это кабинет, это таймзона РКшек, это креативы, это ваш таргет, это компания, это ПВА-сервисы. Если вы все переберете, это и есть тот самый ключик генерации как раз-таки любимого всеми слова связки, да, то есть той уникальной сборки всех параметров, которые на выходе вам дают хороший CR и хорошую окупаемость по выкупу депозита. Окей.
Да, что из интересного по запуску? Что лучше запускать? CBO, либо ABO? Опять-таки, давайте с вами мы запустим и CBO, и ABO сделаем запуск. На самом деле, из того, что я замечал, CBO лучше отрабатывать, конечно, уже на корректных креативах, тестировать там криосы лучше на ABO. В силу того, чтобы бюджет распределялся, да, сразу на все креативы, и мы могли их опять-таки сравнивать. Ну, здесь я предлагаю для примера запустить и так, и так. Да, да, да. Блин, крутяк получился, криво вообще, да. Да, да. Ну, блин, единственное, да, вот промпт не дописан, чтобы этот текст там снова Да, появлялся. да, 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 да. Ну, в целом, в общем, не знаю, прикольная история, может быть. Давай попробуем оставим. Вначале она, собственно, есть. Ну, либо, не знаю, либо перегенерить, дописать что-нибудь может. Просто анимация крутейшая получилась на выходе вообще. Я прям сейчас сам кайфанул. Как будто реально Диз сделал какой-то. В каком он формате файл на выходе выдает? Сама генерация, Да, 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 да. а можем на самом деле глянуть. Так, MP4. Угу. Facebook Ну, что в принимает, да? целом и Без проблем. подходит. Угу, Да, угу. да. Смотрите, на CBO выставляем бюджет, как правило, да, это одну CPA-выплату. Можете и тут тоже тестировать. Можете здесь тоже выставлять 2 CPA-выплаты. Можете, ну, меньше не рекомендуем выставлять, просто слишком маленький бюджет у вас будет. А Угу. так подбирайте под себя оптимальные, ну, параметры, скажем так. Есть элементы, есть инструменты, где, опять-таки, вам придется немножко играться, чтобы нащупать, что подходит больше именно вам, да, что у вас получше, так сказать, цепляется. Да, но здесь, опять же, если вы тестируете, друзья, там новые подходы, новые креативы, я бы рекомендовал столь сильно бюджетом не разбрасываться, потому что любые там перекруты, это вам все равно как бы в минус, да, съедание. И на начале, если это вообще свежий там элемент, новый креатив, я бы, ну, как бы потестируйте на минималке, посмотрите, как будут показатели. Никогда не поздно, скажем так, его увеличить бюджет, да, а во-вторых, никогда не поздно потом перезалить эту компанию, если вы видите, что бюджета не хватает, компания душится, да, но метрики на старте хорошие. То есть CTR, в принципе, на что вы смотрите при тесте креатива? Клик и CTR, собственно, в комплексе должно быть все окей, ну и дальше как это все переходит в инсталл. Вот ваша база, это касание как раз-таки первое, да, с юзером, это креатив, понятно, но дальше же отработка также PV-сервис. Окей. Да, 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 абсолютно верно. Так, по пикселю нашел. События конверсии, да, опять-таки стабильнее всего отрабатывает покупка, 106 да, ты взял? периоды. 106 да, взял вроде? Да, А, да, все, все, все. 106, Окей, 46. окей, окей. Ага. Угу. Покупка. Касаемо настройки атрибуции. Ну, все как было, так и остается. На уровне теста креатива лучше используйте настройку атрибуции 1.1.1. Для чего? Чтобы в рамках короткого промежутка времени получать, ну, там, условно, 2-3 дней, да, получать Да. наиболее разную аудиторию, чтобы более корректно протестировать свои креативы. Ну, и опять-таки, как правило, это наиболее быстрые результаты. Дату запуска обязательно с новых суток, да, с нового дня, с 12 ночи по времени кабинета. Местоположение. Добавляем Друзья, нашу да. любимую Антарктику. Кто еще до сих пор, На да, самом деле, спрашивает? Да, 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 говори, говори. Угу. меня тоже иногда спрашивают, там, обязательно ли добавлять именно Антарктику, почему нельзя там что-то другое добавлять. На самом деле можно, просто ну, вам привычно уже стало добавлять именно Антарктику. Как это, по идее, отрабатывает? Почему-то при выборе DopGeo, да, Facebook ну, более лояльно проверяет рекламу, более часто апрувит наши креативы и так далее. Выставлять вы можете все, что угодно. Вы можете выставить там точку на море, я знаю, там украинские байеры выставляют Чернобыль или Припять. Суть какая? Выбрать топ-гео, который особо население не принесет, да, то Чтобы есть не экспанда не расширит шло, да. ваш таргет на уровне пролива. Угу. Вот у нас просто по привычке Антарктика. По возрасту на уровне теста креатива тоже интересный такой момент. На самом деле здесь не сильно важно, выберете вы там 25 минимальный возраст или там 23, 21. Почему? Потому что если у вас выставлен параметр Advantage Plus, а он, как правило, по умолчанию выставлен всегда, то временные вот эти ограничения, не ограничения, а рамки Facebook будет воспринимать просто как рекомендацию. Он будет выходить за рамки ваших рекомендаций. Ну, точнее, он может это сделать. Именно поэтому, когда вы выставляете пол мужчины, у вас иногда, ну, может быть такое при проливе, что депозиты падают с женщин. Да, такое тоже иногда там пишут в Да, чате. да. Как так, я выставил мужчин в таргете, а у меня там депают женщины. Как это исправить? Ну, очень просто, да, переключаемся с параметра Advantage Plus просто на Угу. исходные настройки.
Э, Так, по идее, на уровне таргета все. Что интересного еще тут можно подметить? На уровне теста, да, по большому счету мы рекомендуем запускать общие настройки, да, широкий таргет. Для чего? Для того, чтобы получить... Ну, на старте, смотрите, мы не знаем, да, какие эти отрабатывают лучше, какие хуже параметры, да, где именно находится наша целевая аудитория. Мы не знаем, на каких плейсментах, да, например, креативы отрабатывают наилучшим образом. Вот, поэтому сначала широкий, а потом уже в процессе пролива можете сужать Да, да. трафик. Так, сейчас посмотрим, что там по анимации, по генерации. И как раз можно там еще Так, аутентификацию пройти. У тебя там на почту, наверное, какой-нибудь чек вылетел. да. Сейчас попробуем. Вот. Как сделаем по-другому. Так. Опять-таки не готовили, сделаем немножко это все на скорую руку. Угу. Ну, зато как есть. Это самое крутейшее, на самом деле, друзья. Мы же, как бы, ведь же да, не какую-то показуху делаем, а делимся реальной практикой, как оно все работает. Все эти чеки вылетают здесь сейчас. Мы, на самом деле, даже это не режем, не вырезаем и показываем все как есть. В этом и есть живость, да, роликов и наших рекомендаций и советов. Просто держит этот текст сейчас чуть подольше. Но, опять-таки, с этим нужно играться, это нужно перебирать, это нужно тестировать. Само собой, Поэтому само собой. занимайтесь этим. Так, момент. Смотрю, часть креативов я уже уникализировал. Да, друзья, ссылки на наших ботов, еще раз повторюсь, есть тоже в описании. Используйте. У нас бот уников, бот генерации обложек, бот уникализации текстов, бот пробивок лаки. Друзья, все бесплатно для вас. Пользуйтесь. Мы еще обязательно сейчас в ближайшее время у нас идет разработка пошарка пикселя. Будет сделана. Никита, ты еще как бы тоже, наверное, не знаешь, я не говорил. Будет возможность пошарки пикселя с любого БМ на любой кабинет. Собственно, все также бесплатно. Есть просто и ребята там с Royal Pixel, они за это деньги берут. У нас, собственно, это будет реализовано максимально бесплатно, чтобы вы могли это делать. То есть пиксель ваш будет шариться с любого БМ на любой РК, где бы он ни находился. И Это прикольная можно, штука, да, кстати. и также можно будет его пробрасывать событиями, заранее обучать. На самом деле это будет весьма корректно. Как у многих ПВА-сервисов это сделано, у нас будет это, собственно, также для вас сделано бесплатно. Будет пролив действующей базы, да, там с наших жирных пикселей. Ну, в общем, это будет крутейшая штука, поэтому, друзья, ожидайте. Такой некий анонсик еще сделаем, небольшой. Пересохраняю здесь креативы, отправляю их на уникализацию. Давайте сейчас что-то здесь подзагрузим, Здесь в посмотрим целом из мы того, можем, что знаешь, есть. даже как сделать, мы можем поставить здесь паузу, и где-то после того, как там компанию дозальешь, мы уже ребятам покажем, и ролик в целом в текущем формате, да, даже за финалем. Покажем как раз, как модерация даже пройдет через несколько часов. Перенеслись в будущее, да, 10:42. Компании залиты. Давай, Да, они расскажи. уже ушли в Approve, запустили две компании, да, запустили 1, 3, 5, да, 5 креативов, отобрали, из которых две статики, да, которые мы Так. с вами генерировали, и получается 3 видео. Да, вот как раз таки тоже, которые мы генерировали, и одно из них там новое. Вот это пока ждали, тоже догенерил. И запустили вторую кампанию на втором кабинете, да, там уже запустили немножко другую схему. Там мы запустили 1.15.1. Да, то есть мы каждый из этих 5 креативов взяли по 3 копии, да, все проуникализировали, опять-таки, именно поэтому все быстро в approve и ушло, да, без единого реджекта. Вот, и получается собственно, уникализация, Антарктика, и в совокупности дает хороший результат, плюс отложенный запуск, все по-правильному сделано, и поэтому нет никаких проблем с прохождением модерации. Да. Из интересной еще фишки, которую можно, я думаю, показать, рассказать, это касаемо генерации от самого Фейсбука. Да, если обратим внимание, то Facebook начал достаточно прикольную статику тоже подкидывать, делать, генерировать. Поэтому пользуйтесь, обращайте на это внимание. Блин, не знаю, по-моему, очень вкусно, очень сочно это выглядит. Причем это от самого ФБ.
Да, это достаточно такое недавнее относительно обновление Ну, его. оно было маленько сыровато, там достаточно не столь, да, симпатичные как раз-таки картинки генерил. Сейчас в действительности очень такие хорошие, неплохие, плюс Facebook отдает этому предпочтение, поэтому да, на это стоит обращать внимание, этим стоит пользоваться, в действительности. Да, да. Окей. Старт через 17 минут, да, начало новых суток. И опять-таки продолжим следить Да, уже в за следующем этими ролике мы компаниями. разберем всю эту историю. Давай, да. Касаемо того, что мы хотели показать про отзывы, да, по менторству, давай пробежимся, что есть у нас интересного, немножечко покажешь, расскажешь, как происходит у нас работа. А я подумал, выберем отзыв, да, которому подарим $100 на кошелек из предыдущего видео вместе. Потому что я читал уже, я на все отвечал, и ты как бы так сейчас рандомненько, какой самый интересный комментарий выберешь. Там очень много нагенерено было нейронкой, на самом деле. Хотели как-то рандомно сделать. Сейчас посовещались как раз в этот промежутке 2 часа, но лучше, да, выбрать что-нибудь такое действительно интересное. Там есть, кстати, хороший комментарий, мы так пробежимся с тобой сейчас вскользь. Так, давай, рассказывай, показывай, что тут. Да, да, собрал несколько последних просто отзывов за последние там дней 7, наверное, 10. Мгм. Особо так, супер подробно, какие-то самые там вкусные не выбирал. Обычно Мгм. запрашиваем, на самом деле, У всех, у всех. существующие. Да, да, обычно просто запрашиваем существующий фидбэк, и положительный, и негативный в том числе. На критику мы никак не обижаемся, наоборот, она нам помогает, да, чтобы Мгм. как-то в каких-то моментах что-то улучшать. Вот, и, собственно говоря, я думаю, просто скриншоты, да, тогда Да, 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 да. Ты пролистаю, мне зачитывать это все. перекинешь, я ребятам отдам, они сюда их вставят в конце как раз-таки, да. То есть эти скриншоты, которые ты сейчас тут ну, покажешь или показал, их скинешь, и мы, соответственно, да, их продемонстрируем. Ребят, хотим сказать, что нас знаем, что смотрит, да, англоязычная аудитория, и как раз-таки у нас также есть клиенты, да, англоязычные. Для этого у нас есть там переводчик, собственно, из такой аудитории мы также работаем, поэтому без проблем, кто сейчас смотрит там наше видео с переводом, без проблем подлетайте, подключайтесь. И касаемо того, да, если вы тоже крупная команда, то такие тоже, да, периодически заходят. Да, да, да. С большим составом, ребят, все здесь видно, все открыто, все прозрачно, в общем. В любом Да, случае, да, да. кому интересно менторство, Никита также проводит, я провожу, наша вся команда участвует в этом. У нас Леша тоже не менее экспертный, да, тоже сотрудник, который в действительности очень много по заливам ребятам помогает. Мы как раз-таки, вся наша работа менторская происходит на практике, друзья, при заливах, то есть без всякой воды, без каких-то предзаписанных уроков и так далее. Еще раз повторюсь, если вы команда, соло-игрок, новичок, с другой вертикали, овнер продукта, разницы нет, у нас максимально гибкая, да, программа и индивидуальная. Исходя из ваших запросов, мы как раз-таки всю эту историю и закрываем. Супер, супер, супер. Как раз, да, последний наш ролик. Отлично. Давай мы пробежимся, да, по комментариям. 71 комментарий получился, да, но тут еще с ответами. В целом, в общем, где-то, наверное, штук 35, там 40 комментов есть. Но мы так сейчас с тобой. Сразу тебе скажу просто, я как бы серчил, все смотрел. Здесь есть комментарии, которые ребята какие-то оставляли нейронкой, видимо, хотели забрать, да, как раз-таки, почему мы не стали рандомно все это дело разыгрывать. И есть комментарии, которые нагенерили нейронкой. С длинным дефисом, вот как раз-таки, допустим, вайп, Да, да, зон, да, да, да. да. Ты все это знаешь, да, то есть такие комментарии мы проскипываем, да, пропускаем, мы будем живые комментарии смотреть. Давай так немножечко вкратце, да, пробежимся по ним. Что увидишь такое сильное, жирное, и мы это выберем с тобой. Да, да, если что, я тут никого не знаю, кто комментарий оставлял, поэтому тут никакой Да у нас предвзятости никогда нет такой нету. предвзятости, мы там образно человека попросим вживую там ответить, не вопрос. То есть все это можно будет проскроллить, посмотреть. Можешь так вслух, некоторые мы такие зафиксируем с тобой интересные, из них выберем, ну, выберем интересненькие. Да, да, вот этот комментарий, да, интересен. За несколько видосов узнал много нового, за это огромное спасибо. Начал больше тестить и так далее. Хоть нашей команде ФБ это последнее направление в целом. Мгм. Тэт-тэт-тэт-тэт. Да, такой развернутый большой комментарий. Давай мы его пока зафиксируем. Кто там, Никола? Заскринь никнейм этот. Мы его заскриним давай. И сейчас там еще выберем. Потому что точно вот еще был что-то свежий какой-то коммент. Мне тоже он прям там зашел. Я не помню просто честно кто, но внизу где-то там еще будет комментарий. Давай. Ты в сам... GPT-шный я пропускаю. Да, да. Ты в самый низ дошел? Самый последний был снизу коммент? А, нет, снизу. Вот, Там же да, еще там возможно, вроде... не все просто А, прогрузилось. Но попробуй. хотя А, нет, нет, все, показывает. все, все. Значит, все прогрузились, да. Вот, по-моему, вот этот мне зашел, если не ошибаюсь. Сегодня ну на канале. Или он же. Не, он GPT-шный тоже вижу. Да, да. Тогда Спасибо за он видео. есть. Скажите, можно ли агрессивно выкручивать бюджет?
Такс. А было ли какое-то условие? Или в целом был Условие вопрос было за самый, касаемо... за самый интересный комментарий как раз-таки хотелось. То есть тематика видео была, показывалась аналитика вот предыдущего кабинета. Я не знаю, ты сам, наверное, тоже там он не смотрел. То есть в данном видео был последний разбор как раз-таки турецкого каба. Это было где-то понедельник как раз, ну, ровно неделю назад, да. Я там задублил, как раз-таки вынес дубли в новую компанию, в CBO, в EBO, показал, как это масштабится, показал, как они стали цепляться. То есть в целом, в общем, там был больше такой ролик про аналитику и масштабирование. Так что Так. на твоей совести будет. Кто выиграл? Блин, ну мне два комментария, если честно, нравятся. Они такие, два оба более масштабных, Давай. да, такие, одни из самых крупных. Ох, ребята, если бы из-за этой соточки был этот комментарий, вовсе нет, и соточки тысячи и так будет, если смотреть данный канал, думать своей головой, анализируя и применяя какие-то подходы к своему рабочему процессу. Спасибо большое за контент. Канал не только про какие-то внутренние моменты, например, как настроить пиксель, канал еще и про то, как выйти в плюс. Поэтому и соточки, и тысячи все будет, если думать головой и упорствовать. Вот, Спасибо. тоже прикольно. Вот я считаю, что да, между этими двумя, да, мне кажется, прям огонь. Да. А в Блин, следующий ну тут, раз мы конечно, сделаем такой. Давай, знаешь, как мы делаем? Смотри, два коммента есть. Тот такой более экспертный, как бы, скажем так, более развернутый. Здесь комментарий такой реально более душевный, более человеческий, скажем, такой отзыв. Давай зафиксируем, типа Орел или Решка. И есть рандомайзер любой, прям открой. Орел или Решка. И мы кинем монетку сейчас, чтобы было честно. Umbrella повыше. 3 двойки это первый коммент, да. И Да. Никола, кто там? Гленс, да, это второй. Поехали. Да. Так, ну, сгенерировать. Все? Ну, Значит, получается, да. значит, Не было, да, видно? да не, видно, все было, нет, все А, единичковое было, сразу было видно, что выпало. Значит, кто там, Umbrella, 3 двойки. Umbrella 222. Да, друг, ты сейчас, если смотришь данный ролик, и надеюсь, ты смотришь, напиши мне в личные сообщения, комментарии есть мои, контакты мои есть под видео, покажи скринчик своего аккаунта. Давай, кстати, на него на учетку перейдем, нажми, посмотрим, живой ли это вообще аккаунт. Сколько ему там, еще там не пишется. Да, 2024 года, 21, ну, такой свеженький достаточно. Ну, нет, нормально, 24 года в целом аккаунт, значит, год ему есть. Да, друг, сделай скринчик со своей страницы, чтобы был виден логин, да, и пароль, напиши нам в Telegram, и, собственно, пришли свой USDT TRC20 кошелек, ты выиграл $100, честно. Друзья, и в следующем видео, собственно, мы также, точнее, не в следующем видео, в этом видео, да, мы также под комментариями будем, точнее, вы оставляете комментарии, да, и максимально за самый интересный коммент, либо просто рандомайзером в этот раз, чтобы было максимально честно, да, соберем все ники и разыграем среди всех комментаторов, посчитаем, сколько комментариев, и также, кстати, вот от 1 до 100 может быть кинуть рандом. Кстати, реально соглашусь, реально будет топово. Поэтому, друзья, оставляйте интересные комментарии, пишите, задавайте вопросы, мы в любом случае на все читаем, на все отвечаем, на все вопросы, да, и на все ваши рекомендации также принимаем их и берем во внимание. Ну, а ты, друг, еще раз напиши в личные сообщения, да, и потом в Телеграме выложим, как нашу переписку, как мы тебе честно соточку перевели. Я думаю, ролик получился насыщенный, да. Есть, Никита, что дополнить со своей стороны? Со своей стороны, что могу сказать? Если что, комментарий, правда, выбирал те, которые больше всего понравились. Поэтому тут, если что, без обид. Касаемо компаний, да, не бойтесь тестировать, главное, не перебарщивайте с этим. И обязательно перебирайте различные варианты, аишки в том числе, упрощайте, оптимизируйте свои процессы работы. Поэтому все сервисы, которые мы используем в описании, прокси на линку тоже ставим в описании, промокод LeadGenerals на все сервисы, которые мы используем, дает сумасшедшую скидку, поэтому используйте, и дальше будет еще интереснее. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, и ждем от вас кучу полезных, интересных комментариев.